Я голоден. Хочется есть. Может быть, осталось что-нибудь из запасов? Мы съели последние крохи. Но ведь там, кажется, оставалось немного телятины с горошком. Телятины нету. Я готов съесть что угодно. Я тоже. Что угодно. Давайте будем реалистами. Скорее уж. Мне все равно. Вы же сами сказали, запасы кончились. Что вы имеете в виду? Я имею в виду не что угодно, а кого угодно. Я, признаться, никого здесь не вижу. Я тоже, откровенно говоря, никого не вижу. Кроме... Нам придется съесть одного из нас. Ну, так давайте съедим. Съедим? Съедим! Да, съедим! Съедим! Господа, не будьте детьми. Все мы не можем говорить одно и то же. Съедим. Один из нас должен сказать: угощайтесь, пожалуйста. Кто? Кто? Именно об этом я и хочу вас спросить. Взываю к чувству товарищества, к хорошему воспитанию, наконец. Может быть, это покажется вам грубостью, эгоизмом, но я всегда думал только о себе. Скажу откровенно. Еще в школе я съедал завтрак сам и никогда ни с кем не делился. Это очень плохо. Но как быть? Бросим жеребий. Великолепно! Лучший выбор! Жеребьевку произведем по следующей системе. Сначала один из вас назовет вслух цифру. Затем второй назовет вслух цифру. Затем я тоже назову вслух цифру. Если в сумме окажется число нечетное, то жребий падает на меня. Вы съедаете меня. Но если в сумме окажется четное число, то мы съедаем одного из вас. Я, собственно, всегда был противником азарта. Что будет, если вы ошибетесь? Я вижу, вы мне не доверяете. Давайте искать другой выход. Ведь мы люди цивилизованные. А жеребий – это пережиток пещерной эпохи. Предрассудок. Могу еще предложить всеобщие выборы. Мысль неплохая. Не согласитесь баллотироваться со мной по одному списку? Стоп! Парламентаризм изжил себя. Итак, свободные выборы. При тайном голосовании. Никаких блоков, каждый уступает сам за себя. Вот избирательная урна. Сюда мы будем бросать бюллетени с фамилиями кандидатов. У меня нет ручки. Мы одолжим вам свою. Пожалуйста. Голосовать! Голосовать! Минуточку! Раз мы устраиваем выборы, как все цивилизованные люди, мы просто не можем обойтись без предвыборной кампании, которая во всех цивилизованных странах предшествует самой процедуре выборов. Ну, если вы так настаиваете. Ну, давайте тогда произносить речи. Только, пожалуйста,
начинаем митинг. Кто первый на трибуну? Может быть, вы? Я бы предпочел после. Ораторских способностей у меня не было никогда. Но ведь вы это предложили. Так что... Да, это ведь вы навязали массам митинг. Так что, пожалуйста, начинайте. Ну, если вы считаете, что это так необходимо. Господа, Эй, вы люди простые. Да. Подмазываться к нам нечего. Правильно. Всякие там сладкие словечки нам ни к чему. Нам нужна суровая правда. друзья, мы собрались здесь. Короче. Нам не терпится взяться за работу. Мы собрались здесь, чтобы поговорить о нетерпящем отлагательства деле, о распределении продовольствия. Друзья, меня в расчет не берите. У меня жена, дети. На закате, сидя в саду, я качал детей на качелях. А жена тем временем занималась вышиванием, пока не стемнеет. Господа, друзья, видите ли вы эту картину? Трогает ли она вас? Дети — это не аргумент. Они могут качаться сами. Да, так даже здоровее. Да-да, здоровее. Пусть идут в парк, на карусели, на качели. Нет, ну дети — это не аргумент. Хорошо. Когда я был еще маленьким, я строил честолюбивые планы. Но я недостаточно работал над собой. Я не верил в себя, ленился, временами терял надежду. И поэтому не достиг того, чего хотел. Но я еще наверстаю, клянусь, наверстаю. Я буду закалять волю, воспитывать характер, овладевать знаниями, пока не достигну того, чего еще в силах достичь. А мы хотим есть. Да, мы хотим есть. Мы хотим есть. Мы хотим есть. Мы хотим есть. Не советую. Не советую. Ваша очередь, коллега. Я человек не ученый, и говорить красиво не умею. Я ем все, что попадается, заметьте причем, в самых ограниченных количествах. Да что я говорю, я вообще ничего не ем. Бывало, 2-3 года назад пожую чего-нибудь разок в недельку, а теперь с этим покончено навсегда. Теперь радостью моей жизни стало приготовление пищи. С юных лет я увлекаюсь кулинарным искусством. Добавлю еще, что я специалист именно по мясным блюдам. Ну, вот и все, что я вам хотел сказать. Достойно. Спасибо. Привет вам, голодающие! Браво! Веди нас, вождь! Я скажу коротко, по-солдатски. Во-первых, я не хочу никак влиять на ваш выбор. Решите все сами. Я всего лишь ваш слуга, и ваша воля для меня закон. Съем все, что дадите. Во-вторых, нечего тут распространяться. Я не съедобный. Я всегда был жилистый, костлявый, худосочный. Два ребра у меня железные.
печень вырезана. Одна нога вообще короче другой. В-третьих, если меня не выберете, то мой будущий партнер получит бедро и окорок. Я же удовольствуюсь остальным, включая, разумеется, язычок. Всем, у кого на него есть притязание, категорически заявляю, от язычка мы не откажемся. Браво! Браво! Вы довольны? Вы были великолепны. Только, видите ли, дело в том, что я не ем окорока. Дурно влияют на желудок. Поэтому, если это не составит для вас никакой разницы... Примите мои поздравления. Ваша речь меня потрясла. Что касается язычка, я полностью на вашей стороне. Итак, предвыборная борьба закончена. А теперь голосовать. Что-то случилось? Здесь 4 бюллетеня. 4! Нам придется признать выборы недействительными. Ну я же говорил! Парламентаризм изжил себя. Что будем делать? Типичный кризис кабинета. Можем еще воспользоваться другим методом. Просто назначим кандидата. И кто же будет назначать? Я с удовольствием возьму себе эту задачу. Нет, об этом не может быть и речи. С демократией ничего не вышло. Диктатура тоже не прижилась. Нужно что-то новенькое придумать. It's the end with
таких случаях дело может спасти только готовый к самопожертвованию энтузиаст. Вспомним, что добровольцы выручали всегда, когда выхода не было. Уважаемый... Нет, нет, предупреждаю, слушать не буду. Да вы послушайте! Уважаемый коллега, все мы хорошо знаем, что невозможно затаить готовность самопожертвовать, любовь к ближнему, чувство солидарности. Вы с коллегой давно заметили, что в вас есть что-то такое, что особенно выделяет вас. Врожденное благородство, стремление быть полезным общему делу, отзывчивость. Правда, коллега? Я в жизни не видел лучшего человека. Мы счастливы, что общество может пойти навстречу вашему тайному, чистому желанию. Не хочу. Как? Не хотите стать добровольцем? Нет. Противопоставляйте себя обществу. Пренебрегаете доверием коллектива. Не хотите? Нет. Какая гнусность! Я считал вас лучшим человеком, патриотом нашего плота. А вы оказались негодяем. Прощайте. Да, мы в вас разочаровались. Честь для вас — пустой звук. Может быть, вы нам теперь предложите какой-нибудь выход? Просим. Выход? Пожалуйста. С детских лет я мечтаю о всеобщей справедливости. Я жажду только справедливости, ничего больше. Признаться, вы меня удивили. Почему? Откуда у вас такая уверенность, что справедливость не обернется против вас? Что вновь не возникнет ваша кандидатура? Это очень просто. С детских лет мне не везло. Ничего мне не удавалось. Все было против меня. И вот! Вот вы считаете, что справедливость уравновесит сегодня все ваши предыдущие несчастья? Да! Забавно. На отсутствие справедливости жалуются главным образом неудачники. Я соглашусь быть съеденным при условии, что вы решите все справедливо, справедливо. То есть при условии, что вы не будете съедены. Да нет, нет, нет. Прежде всего я прошу справедливости. Сядем, господа. Совершить это будет трудно, но возможно. Дорогой коллега, а у вас мать есть? У меня... как бы это сказать? А у вас? Увы, я осиротел почти с пеленок. Такая же история и со мной. Откровенно говоря, родителей у меня не было вовсе. А у вас? А у меня есть мать. Она оплакивает меня сейчас в одиночестве. Бедная мама. С точки зрения справедливости, дело элементарно. Если кто-нибудь из нас, сирот, будет съеден, это будет пощечина справедливости. Но! У вас есть мама. Вам всегда жилось лучше. Не кажется ли вам, что пора морально расплатиться? Может быть, моей мамы тоже нет на свете? В последнее время она прихватывала. А я так давно не был дома. Вы рассуждаете, как ребенок. Какие у вас могут быть на то доказательства? Или хотя бы подобие доказательств?
Ваша мама наверняка здоровеха. А вот наши родители... Ой. Вы помните те долгие осенние вечера, когда, будучи детьми, мы бродили босиком по улицам и продавали спички прохожим? Лучше об этом не вспоминать. Лучше об этом забыть. А вы помните дальнего родственника, тирана и скрягу, который у нас полуногих отнимал последний обрезок колбасы, чтобы сделать из него приманку для мышеловки? Призраки прошлого! Господа, кажется, я слышу голос в море. Старайтесь переменить тему. Когда он был маленький, у него был мячик. Мячик и мышка. Спасите! Спасите! Я говорю правду, совсем близко. Действительно, Спасите! кто такой я вашу сторону? Товарищ, может быть, у этого человека есть пища? Я вижу, он гребет одной рукой, а в другой у него какой-то продолговатый предмет. Большое спасибо. У вас нет ничего съестного? Ничего абсолютно. Я бы и сам перекусил. Меня смыло еще до завтрака. Это вы! Какое совпадение! Вы знакомы? Еще бы! Вот уже 10 лет я ношу этому господину почту. Я не знал, что вы в море. Все сложилось просто великолепно. У меня для вас телеграмма. Телеграмма? Для меня? Да, я шел в ваш домик на берегу моря. Когда меня смыла волна, к счастью, я неплохо плаваю. Вы меня извините? А мундир у вас настоящий? Настоящий. Только мокрый. Вы понимаете, когда я упала? Да! Что произошло? Господа, меня постиг тяжелый удар. Моя мама скончалась. Вот тебе на. В связи с тем, имею честь сообщить, что я тоже сирота. Теперь нам предстоит продолжить наши дебаты и сначала пересмотреть вопрос о том, кого из нас предстоит съесть. Я протестую! Это какая-то уловка! Вы заранее договорились с почтальоном! Вы оскорбили меня при исполнении служебных обязанностей. Сколько вы ему заплатили? Может быть, вы школьные друзья? Вы обвиняете меня безо всяких на то оснований. Спросите у почтальона, был ли я с ним в сговоре. Прекрасно! Спросим. Если он ответит «да», то мы съедим вас безоговорочно. Если же станет отрицать, то мы съедим его самого. Как же это так? Едва человек прибыл, уже съедают? И что это похоже? В том-то и дело. Вы нам прекрасно подходите. Вы еще совсем свеженький. Если вы дадите ложные показания, то я подам на вас жалобу в дирекцию почты и телеграфа. Не беспокойтесь, у меня за плечами 30 лет безупречной службы. Не будем зря терять времени. В сговоре с этим господином, да или нет? Если да, информация о смерти его мамаши сфабрикована заранее, то вы получаете почки. Может быть, даже немного грудинки. Если нет, и информация соответствует действительности, то мы, три сироты, съедаем вас. Заклинаю вас, будьте непреклонны, не поддавайтесь. Исключено. Я работник со стажем, почками меня не купишь. Можем предложить вам еще бедро, но на большее вам рассчитывать не приходится. Нет, сударь, видите эти два скрещенных рожка? Честь этих рожков для меня превыше всего. Прощайте. Нет, не уплывайте, повторите еще раз, что я не виновен.
быть ясно, что с точки зрения справедливости условия у нас равные. Равные. Мы все сироты. Коллега, накрывайте на стол. Приборы в моем сундучке. Как же это так? Сирота сироту? Вы забывайте, что есть еще другая справедливость. Справедливость историческая. Как прикажете это понимать? Тот факт, что ни у кого из нас нет родителей, еще не ставит нас в равные условия. Стоит сперва поразмыслить, кем были наши родители. Начальник, дуршлаг доставать? Боже мой, просто родители. Кем был ваш отец? Мой отец, конторский служащий. А что? Вы меня извините, я совсем забыла расписки. Вы тут столько наговорили по иудеянству, что я совсем потеряла голову. Где расписаться? А поварешка понадобится? Итак, конторский служащий. Так я и думал. А вы знаете, кем были наши родители? Нет. Мой отец был простой неграмотный лесоруб. А у нашего спутника отца вообще не было. Ваш папаша, устроившись в теплом чистом помещении, занимался бумажной волокитой в угоду аристократии. А мой отец рубил вековые сосны, предназначенные для изготовления бумаги, на которые ваш отец писал исполнительные листы для матери моего коллеги, у которого отца вообще не было. Как вам не стыдно? Ведь я с этим не имею ничего общего. Именно поэтому такую справедливость мы называем исторической. Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Да что там опять, черт побери? Ваше сиятельство! Я так рад, что вижу вас опять! Кто вы? Вы меня не узнаете? Не узнаете старого верного Иоганна? Ведь это я учил вас ездить на пони, когда вы были еще ребенком. Прочь! Какое счастье! Мои старые глаза видят вас опять. Все во дворце так обеспокоены, когда пришло известие о гибели судна, на котором плыло ваше сиятельство. Я больше не мог выдержать. Куда ваше сиятельство, туда и я. Такова судьба вашего сиятельства. Такова судьба и моя. Плыву и вижу вас. Какое счастье! Какое счастье! Какое счастье! Иоганн, приказываю вам немедленно отцепиться от плота и утонуть. Слушаюсь, ваше сиятельство! Какое счастье! Какое счастье! Не цепляйтесь! Да ну. Итак, как вы сами видите, историческая справедливость. Да, видите? Так вы, значит, жили в дворце и разъезжали на поле. Я на пони? Да я в детстве иду, чтобы о пони. Я по пони был думать не в состоянии. Вы предписываете мне факты из вашей собственной юности. Не хотите ли вы сказать, что это я? Я ездил на пони. Именно. Вы сами только что это сказали. Ну, знаете, дальше ехать некуда. Я заявляю самым категорическим образом, что никогда ни с каким пони я ничего общего не имел. А я тем более. Мой отец даже слова такого не знал. Ведь он был неграмотный.
Бедный пони. Все от него отказываются. Ну, это лакей. Какой лакей? Вы видите здесь какого-нибудь лакея? Я? Здесь никого нет. С этой минуты, друг мой, я перестаю считать вас партнером по дискуссии. У вас галлюцинации. Вы сумасшедший. Как человек невменяемый, вы просто обязаны подчиниться руководству людей, которые знают, чего хотят. Коллега, накрывайте на стол. And so your life's been a success, Я совсем так. and you have pleasure Ведь люди культурные. success. Don't worry yet, will end soon. The crack of doom is coming soon, and so your future's looking bright, and you've reached the giddy heights. Don't worry, 'twill soon end. It is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Тщательно. Вы же And so your life has failed. You've made the progress of a snail. Don't worry, you'll get your revenge, for we're all equal in the end. The small and the mighty are the same. This life a shallow, facile game, where every empire turns to dust, and every ego will be crushed. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. And every dream, hope, and desire is just a flicker in the fire, and the fire it will consume. The crack of doom is coming soon. 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 Хорошо, хорошо. Я согласен. Разрешите, я дам вам один совет. Совершенно бескорыстный. по какому вопросу? Чисто профессиональный кулинарный совет. Не кажется ли вам, господа, желательным, чтобы я вымыл ноги? Действительно, как я не подумал. Что вы расскажете? Я не знаю, будет хрустеть на зубах. Пусть лучше вымоет. Вот и оно. Святые слова. Гигиена, основа здорового питания. Бактерии простым взглядом не взглядишь. Но свербит невыносимо. Да, правильно. Полотенчик, пожалуйста. Итак, вы бесповоротно решили меня того. Мне кажется, это и так ясно. Ева уже готова. Нет, еще между пальцами.
во мне пробуждается другой, лучший человек. Ведь это большая разница. Одно дело быть съеденным как жертву насилия, а другое дело быть съеденным в силу самопожертвования. Короче говоря, быть съеденным со своими внутренними благородными побуждениями. А вы стали умнее. Только вы не думайте, что я безмозглое сырье. Это бы было для меня неприятно. Нет, нет, что вы. Вы навсегда останетесь в нашей памяти как светлая, бескорыстная личность. Или я уже совсем готова? Разумеется, готова. Ты, правая тоже чистая. Дайте полотенце, я выхожу. Помойте еще правую. Как вам будет угодно. Мы подождем. Ждать? Когда я знаю, что вы голодаете, ни за что. Теперь, когда я прозрел, ноги для меня не играют никакой роли. Пусть будут грязными. Полотенчик. Вы уже созрели. Господа, спасибо вам. Наконец-то я стал полноценным человеком. Я открыл в себе те идеалы, которых мне так не хватает. Разрешите, я скажу небольшую речь о свободе. Небольшую? Всего несколько слов. Понятно. Свобода ровным счетом ничего не значит. Ведь только настоящая свобода имеет цену. Почему? Потому что настоящая свобода – это самая лучшая свобода. Шеф, а где соль? В сундуке на дне. Где искать эту настоящую свободу? Давайте рассуждать логично. Если настоящая свобода – это не то же самое, что обычная свобода, то где искать тогда настоящую свободу? Совершенно ясно. Настоящая свобода только там, где нет обычной свободы. Именно поэтому я нашел телятину с горошком.